Всем привет, девчонки! У кого есть желание, присылайте фото своих готовых работ, выполненные по моим мастер-классам. Я буду создавать вот такие видео-шортс для ютуба. Ссылки на социальные сети есть под каждым видео. Также огромную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас, во времена отсутствия монетизации, меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам. Спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такую юбочку и косынку в комплект к топу, который мы вязали с вами совсем недавно. Вот ссылка на этот мастер-класс. Кто не видел, перейдите, посмотрите. Эта юбочка, так же как и топ, вяжется очень и очень просто. Ее сможет связать даже новичок. Пряжа точно такая же, как и у топа. Это Yarn Art Jeans. Я вяжу из остатков, поэтому я не замеряла, какое количество грамм ушло каждого цвета. Но я напишу вам в описании под видео общий вес юбочки. К примеру, если вы захотите связать ее однотонно, чтобы вы понимали, сколько мотков должно уйти на эту юбку. И там же под видео я укажу все номера цветов, которые я использовала. Я вязала так же, как и топ, крючком номер 3,5, самый оптимальный вариант. Начинаем вязание юбки с резиночки, потом уже от нее начнем вывязывать основное полотно юбочки. Сейчас будем вязать ширину резиночки и будем вывязывать ее в длину до нужного размера. Сейчас делаем закрепительную петельку. И набираем такое количество воздушных петель, а какой ширины резиночки вы хотели бы. Я для своей резинки набираю 10 воздушных петель. И есть несколько вариантов, как можно провязывать резинку. Вы можете перейти вот в этот мастер-класс, там я показала несколько видов, можете выбирать, какой вам больше понравится. Смотрите, я буду провязывать просто, наверное, столбики без накида. Так, смотрите, вот эту петельку зажимаем, самую последнюю, делаем одну воздушную петлю подъема, как бы на следующий ряд. И сейчас вот в эту петельку, которую мы зажали, то есть вторая от крючка, но за заднюю перемычку, как обычно, провязываю столбик без накида. Вот прям в эту перемычку продеваю крючок. Вытаскиваю нить и столбик без накида. Первую петельку отмечаем, для того, чтобы у нас они не терялись и были красивые ровные края. Далее следующая перемычка, в нее продеваем крючок, провязываем столбик без накида. Все, и таким образом провязываем до конца. Вот осталась последняя перемычка, провязываем в нее столбик без накида. Всегда в конце каждого ряда делаем одну воздушную петлю подъема, на следующий ряд разворачиваем. Разворачиваете всегда в одном и том же направлении, то есть либо закончили вот так на себя, либо закончили вот так от себя, то есть чтобы у нас были здесь по бокам ровные края красивые. Далее, чтобы у нас резиночка получилась такая ребристая, симпатичная, нам нужно вязать за заднюю стеночку вот этих вот косичек. Поэтому всегда провязываем со второй петельки от крючка, вот она первая, вторая, за заднюю стеночку провязываем. Опять столбики без накида. То есть весь поясок, резиночку вяжем столбиками без накида. Первую петлю отмечаем. Далее следующая петелька и вот задняя стеночка ее. Так, все. И таким образом провязываем до конца. И когда мы вяжем подобные детали, я всегда предлагаю самые последние петли провязывать не за задние стеночки или за передние, а за всю косичку, за обе стеночки. Вот последнюю петлю отмеченным маркером за две стеночки, чтобы у нас здесь по краям не было такого большого растяжения, если вот мы будем провязывать за одну петлю. Так, воздушная петля подъема опять, разворачиваем и опять со второй петли от крючка, первая, вторая, провязываем опять столбик без накида. Отмечаем. Далее также за задние стеночки всегда провязываем. Далее подходим к концу. Здесь самую последнюю петельку провязываем за обе стеночки. Все. И таким образом вяжем поворотными рядами нужное количество рядов. Например, если вы не хотите такую ребристую резиночку, да, на своей юбке, вы можете вязать просто самыми обычными столбиками без накида. Не за заднюю петельку, а за обе стеночки. И таким образом у вас здесь просто будет гладкая резинка. Итак, у меня получилась вот такая полоса. Количество рядов я не считала, здесь это абсолютно не нужно. Ширина 4 сантиметра, длину я вам говорить не буду, потому что каждый вяжет по себе конкретно, у всех абсолютно разные фигуры. Смотрите, когда вы провяжете определенное количество рядов, то есть побольше, возьмите здесь, закрепите вот так с двух сторон чем-нибудь булавками и пробуйте пролезть через вот это вот получившееся отверстие. Будете вы одевать эту юбочку сверху либо снизу, но вот я надевала через голову. Главное, чтобы вы пролезали через это отверстие и чтобы на талии либо на том месте на поясе, где будет сидеть юбка, у вас она была не сильно широкая. Все, и сейчас уже в принципе можно сшивать вот эти два конец и начало резиночки. Так, смотрите, прикладываем. В принципе, абсолютно любой стороной, потому что они одинаковые. Что с лицевой, что с изнаночной. Вот у меня закончилось вязание, продеваю крючок вот в самую первую петельку,
в самую первую здесь, на этой стороне. И можно провязывать соединительными столбиками. Далее следующая косичка на этой стороне, следующая на этой и соединительный столбик. Все таким образом до конца. Провязываем самые последние петли на одной половинке, на второй. Здесь можно закрепительную петельку, нить обрезаем, вытаскиваем, и можно вот спрятать в шовчике, что с этой стороны кончик, что с этой. Итак, мы замкнули в круг наш поясок. Сейчас начинаем абсолютно с любого края, потому что они у нас абсолютно одинаковые, с лицевой стороны. Смотрите, изнаночная у нас там, где наш шовчик, вяжем с лицевой. Продеваем крючок ровно вот по серединке нашего шовчика. Вот самая ближайшая петля. И я буду соблюдать порядок цветов такой же, как у меня в топе. То есть вот он у меня начинался с желтого, красный, синий. Таким же образом я буду вязать и на юбке. Подсоединяем новый цвет. Закрепительная петелька. Делаем 2 петли подъема. Это столбик с одним накидом, имитация. Раз, два. Столбик с накидом провязываем. Так, смотрите, кто провязываем. В следующую, как бы, видимую вот эту петельку. Сейчас мы выйдем вот сюда на эти ряды, будет понятнее. Так, провязываем через 2 петли, через 2 петли. Первую петлю отмечаем обязательно. Далее накид. Следующая такая видимая петелька. Накид. Смотрите, в общем, как мы вяжем. Вот видите, вот эта ребристая такая сторона. Вот она, вот, ну, грубо говоря, косички, да? В них провязываем вот как бы петелька, да? От нее в самой макушке по краю. Накид. И вот как бы между вот этими петлями, вот она, прям вот ровно посерединке, в нее. Далее накид прям опять в эту косичку, грубо говоря. И потом вот как бы между вот этими косичками, вот прям видимые отверстия. Все, и таким образом провязываем весь этот ряд до конца. Подошли к самому началу, продеваем крючок в петлю, отмеченную маркером, и через нее продеваем новый цвет нити. Как бы соединительный столбик делаем вот так. Все. А желтую нить обрезаем, вместе с красной завязываем на узелок, чтобы это все не растягивалось. И далее со следующего ряда и до конца юбочки будем вязать поворотными рядами по кругу. Это нам нужно для того, чтобы здесь у нас, где смена нити будет начало и конец ряда, был красивый шовчик сзади. Потому что когда мы вяжем просто по кругу, не поворотными рядами, по спирали, как бы, у нас, как правило, вот так съезжает в одну из сторон наш шовчик. Это некрасиво, поэтому будем делать таким образом. Далее со следующего ряда и до конца юбочки каждый будет вязать конкретно по своей фигуре, потому что они у нас у всех разные. Например, у кого-то очень выдающиеся бедра и очень узкая талия. У кого-то здесь переход очень плавный и почти что незаметный. То есть вот для этого случая, если у вас такой тип фигуры, вам, скорее всего, придется очень просто. То есть мы провязываем просто в каждом ряду, в каждую петельку столбики с одним накидом, делаем смену нити и так прям до конца юбочки. А в случае, когда у вас узкая талия, к примеру, и широкие бедра, в этом случае нам нужно прям вот хорошо по вот этим местам уложить юбочку. Потому что если мы свяжем просто по прямой, она у нас будет некрасиво сидеть в районе талии, на пояснице будет какой-нибудь пузырь, а нам нужно сделать красиво. Что мы для этого делаем? Мы обязательно примеряем перед зеркалом каждые 3, 4, 5 рядов, все ли нам нравится, смотрим, все ли устраивает, и каким образом мы добиваемся плавного расширения юбочки. Просто мы через какой-то равный промежуток петель делаем прибавку. То есть часто эти прибавки нам делать в нашей модели юбки не нужно. Если вы хотите свободный фасон юбки, посмотрите вот в этом мастер-классе, там, где мы вязали шортики, то есть по этому подобию вы сможете связать свободную юбочку. Там я показала, каким образом мы делаем прибавки. То есть, например, вот вы сейчас сделаете в следующем ряду прибавки, ну вот, к примеру, через каждые 15 или 10 столбиков. Потом провяжите несколько рядов просто, без прибавок, потому что нам прибавки не нужно делать в каждом ряду, этого вообще не требуется. Нам нужно лишь вот в каком-то одном ряду задать вот это вот расширение, и потом дальше оно будет идти вот так, как бы, грубо говоря, вниз, да, по прямой. Потом, возможно, еще в каком-то ряду нужно будет сделать прибавочку раз, и то есть таким образом у нас будет такое расширение. Через какой промежуток петель вам нужно делать прибавку, это тоже все максимально индивидуально. Я тоже не знаю заранее, сколько мне рядов с прибавками понадобится, через какое количество петель мне надо будет делать. Я сейчас буду точно так же вязать, каждые несколько рядов примерять и смотреть. А далее, смотрите, вяжем. Делаем в начале каждого ряда всегда делаем 2 петли подъема, разворачиваем
и вяжем как бы в обратном направлении. Делаем накид и в третью петельку от крючка, то есть она как бы первая цветная, то есть первые две красные, и вот первая желтенькая. Провязываем за обе стеночки столбик с накидом. Первые петли всегда отмечаем, чтобы их не терять. Все, скорее всего, этот ряд я провяжу без прибавок, поэтому просто в каждую петлю по краю провязываю столбик с накидом. Провязали последний столбик, продеваем крючок в петлю, отмеченную маркером, и из нее вытаскиваем новый цвет нити соединительным столбиком. Красную можно обрезать, завязываем на узелок, делаем 2 петли подъема, 1, 2, разворачиваем, вяжем в обратном направлении. То есть с третьей петли от крючка в красненькую провязываем первый столбик. Первую петлю всегда отмечаем. Все, и с этого момента я провяжу несколько рядов, посмотрю, в каком месте мне нужны прибавки, и вообще нужны ли мне они будут, и приду к вам и покажу, что у меня получилось. Итак, на данный момент вот что у меня получилось. Я не считала количество рядов, просто периодически примеряю на себя, смотрю, нравится ли мне длина. Можете посчитать, в принципе, если вам это требуется. Мне очень повезло, я не делала вообще ни в каком из рядов прибавки. То есть у меня такое более плавное расширение бедер от талии. Мне, в принципе, этого не понадобилось. Юбочка сидит отлично, так, как я и хотела. Поэтому я уверена, что большинству из вас не придется заморачиваться с прибавками. То есть плюс-минус, если у вас похожая на мою фигуру, либо вы более худенькая, но также без выдающихся бедер, или какой-нибудь узкой талии. В принципе, вяжите без заморачек, просто по кругу поворотными рядами, без прибавок, прям до конца юбочки. К примеру, в том случае, если вам все-таки нужны прибавки, то вам нужно понять примерно в каком месте, то есть, как я уже говорила, ну, вот, к примеру, от поясочка провязали какое-то количество рядов, раз, и вот здесь уже вам нужно прибавить, да, чтобы у вас юбочка вот здесь хорошо сидела на бедрах. Поэтому вот в каком-то последующем ряду делаем прибавки. Опять же, частоту прибавок вам никто не скажет, вам нужно это вымерить конкретно по себе. Вычислить я имею в виду не путем математических вычислений, а просто практичным путем. Смотрите, к примеру, то есть нам супер часто прибавки делать не нужно. Нам нужно плавное расширение. Плавное расширение нам дают не сильно частые прибавки. Например, ну вот я вам показываю здесь снизу юбочки. Ну вот, к примеру, вы решили здесь где-то, да, на 3-4 рядочке делать прибавки. То есть связали какое-то количество одинарных столбиков. В следующую свободную петельку провязываем столбик с накидом. И сюда же столбик с накидом. Все, у нас прибавка готова. В принципе, этот столбик не так сильно выбивается из виду. Все, далее провязываем такое же количество одинарных столбиков с накидом в каждую петельку. Потом опять подходим и провязываем в одну петлю прибавку. Все, и вы, когда провяжете один рядок, то в следующем ряде, в принципе, уже не обязательно делать прибавки, потому что она как бы уже автоматически расширена, и вы каким-то количеством рядов можете провязать просто без прибавок по прямой. Опять через какое-то количество рядов, раз, видите, что уже слишком по прямой идет, надо бы расширение. Но тут, конечно, надо все это визуально смотреть, понимать как-то, насколько смотрится красиво и так далее. То есть, в принципе, это все делается только лишь практичным путем. Вы можете вязать юбочку абсолютно любой длины, которую вы хотите, не обязательно делать вырез. Я же хочу его сделать, вот здесь примерно я померила все это перед зеркалом. Напомню, что вот это, где у нас смена нити, ровно середина сзади. Померила, вот примерно отметила место, где хочу, чтобы у меня начался разрезик. Все, и сейчас начнем вязать отсюда. Здесь сзади, когда довязали последний ряд, просто продеваем крючок и делаем соединительную петельку. Вытаскиваем крючок, маркер можно убрать. И делаем незаметное соединение с изнанки. Продеваем крючок в следующую свободную петельку. Вытаскиваем. И закрепляем на изнанке, ниточку обрезаем. Итак, вот это мое место выреза примерное. Подсоединяю крючок в петлю. Вытаскиваю новый цвет. Закрепительная петелька. 2 петли подъема. 1, 2. Накид. И в следующую свободную петлю столбик с накидом. Первую петлю отмечаем. Все, и провязываем просто в каждую петельку столбик с накидом по всей окружности и возвращаемся сюда в начало. Подошли к самому началу, здесь в самую последнюю петельку провязываем столбик с накидом и предлагаю провязать еще один столбик с накидом вот в эту петлю, из которой мы начали вязать, чтобы здесь вот не было вот этого вот отрезка другого цвета, чтобы было красиво. Так, только через 2 петли и через 2 петли на крючке делаем смену нити. Желтую можно обрезать. Завязываем на узелок, делаем 2 петли подъема,
Раз, два, разворачиваем, вяжем в обратном направлении. То есть вяжем столбик с накидом в третью петлю от крючка. Первая, вторая голубая и третья желтенькая. Первые петли всегда отмечаем, чтобы их не терять. Все, и провязываем до следующего края просто столбики с накидом в каждую петлю. Подошли к самому концу, в петлю, отмеченную маркером, провязываем столбик с накидом, вытаскиваем нить через 2 петли и опять через 2 петли на крючке делаем смену нити. Синюю обрезаем, завязываем на узелок, опять делаем 2 петли подъема, разворачиваем, с 3 петли от крючка провязываем первый столбик, первые петли обязательно отмечаем. Все, и таким образом вяжем поворотными рядами от одного маркера до другого нужное количество рядов. Когда довязали нужное количество рядов, просто в последнюю петлю, отмеченную маркером, провязываем последний столбик с накидом. Все, можно сделать закрепительную петельку, затянем потуже. Все, в принципе, готово. Так, смотрите, что касается вот этих вот кончиков, здесь по краю вырезом, выводим их подальше от края на изнанку, так, чтобы вот эти узелочки не виднелись по краю, чтобы было все красиво. Вот так чуть-чуть подтяните, чтобы вот этот узелок оказался больше на изнаночной стороне. Еще можно подальше увести. Все, и в принципе завязываем на узелочки и обрезаем. Что касается вот этих хвостиков, которые у нас сзади посередине, также все выводим на изнаночную сторону. И красиво их нужно затягивать, чтобы с лицевой стороны смотрелись красивые рядочки, чтобы вот эти вот, да, цвет на цвет не заходил. Поэтому вот так подтягивайте все цвета. Вот так, чтобы все было красиво. Все, и точно так же завязывайте на узелочки, и все готово. Я сейчас хочу сделать одним рядом обвязку по всему краю юбки, точно так же, как я сделала обвязку по всему топу. Я думаю, так будет смотреться намного гармоничнее. Подсоединяемся абсолютно в любом месте, ну вот я прям в самом верху разрезика. Подсоединяю нить, закрепительная петелька, и делаю точно так же обвязку столбиками без накида. Итак, смотрите, здесь по краю провязываем по вот этим столбикам с одним накидом, продевайте крючок в места, которые получится. Например, в один столбик с накидом я провязала один столбик без накида, потом вот в соединение между столбиками, потом опять в столбик с накидом, потом вот опять соединение. Все, в принципе, вот таким образом делаем обвязку. Смотрите, чтобы вот эта ваша обвязка не стягивала края юбочки. То есть, если она стягивается, значит, вы вяжете слишком туго. В уголочках вот с этой и с этой стороны будем провязывать в самую угловую петельку, наверное, по 3 столбика без накида, чтобы у нас здесь сохранился уголок. Смотрите, вот в самую угловую петельку первый столбик, сюда же второй и сюда же третий. Видите, у нас как бы автоматически развернула на следующую сторону. И вот так, если подправить, потом прогладим, будет прям ровный уголочек. Все, здесь по низу все абсолютно легко. Продеваем просто в каждую видимую косичку столбики без накида. Все, и таким образом провязываем до конца. Подошли к самому началу, можно провязать последний столбик в ту петлю, откуда мы прям начали вязать. Все, ниточку обрезаем. Можно сделать закрепительную петлю. Подтянем. Все, выводим на изнанку, закрепляем. Сейчас с изнаночной стороны нужно прогладить всю юбочку. Здесь проглаживаем хорошо вот эту обвязку, чтобы она красиво лежала. Здесь, если у вас какие-то неровности, так подправляйте. И утюгом все это хорошо зафиксируется. Если при надевании вам кажется, что поясочек слишком свободный и хочется его чуть-чуть заузить, чтобы он прям очень хорошо прилегал к телу, перейдите вот в этот мастер-класс. Там я показала классный лайфхак, как можно с изнаночной стороны пустить эластичную нить. И таким образом наша резиночка вот так заузится и будет эластичная. Второй вариант, можно связать какой-нибудь шнурок, даже просто из воздушных петель, как такая косичка получится. Или вот шнурочек из этого мастер-класса, такой классный получится. Вяжем и просто продеваем его вот таким образом змейкой вот в наш поясочек. Просто потом вот так затягиваем, как вам нужно. И в комплект к косынке с топом я хочу связать косынку. Я набираю 65 воздушных петель. Делаем закрепительную петлю, набираем. Далее зажимаем последнюю петельку, провязываем точно так же столбиками с одним накидом, делаем 2 воздушные петли, подъем на следующий ряд, и в эту петельку, которую мы зажали, только за задние перемычки, как обычно, провязываем столбик с накидом. Провязываем первый, обязательно отмечаем первую петлю. Далее по всем перемычкам провязываем просто столбики с одним накидом. Провязываем последнюю перемычку. Столбик с накидом не до конца, через 2 оставшиеся петли продеваем новый цвет.
Фиолетовую обрезаем, закрепляем на узелок. Делаем 2 воздушные петли, 1, 2, подъем на следующий ряд, разворачиваем. И с этого ряда и все последующие будем провязывать с убавками. То есть сейчас уже будем превращать наш прямоугольничек в треугольник. Так, смотрите, делаем убавку. В третью петлю от крючка, 1, 2 и фиолетовая 3. Делаем накид, провязываем в эту третью петельку, вытаскиваем нить, провязываем через 2 петли на крючке, накид в следующую свободную петлю. Вытаскиваем нить через 2 петли и 3 петли на крючке одной рабочей нитью. Эту получившуюся петельку отмечаем маркером. Так, далее просто в каждую петлю по краю провязываем столбики с накидом почти до конца. Подошли к концу, осталось у нас 2 непровязанные петли, 1 и 2 отмечены маркером, делаем из них убавку, так же как и в начале. Накид в первую петельку продеваем, вытаскиваем нить, провязываем только через 2 петли на крючке, накид в петлю, отмеченную маркером, продеваем крючок, вытаскиваем нить, провязываем только через 2 петли и через 3 петли на крючке делаем смену нити, провязываем одной нитью нового цвета. Так, желтый можно обрезать, завязываем на узелок. Опять делаем 2 воздушные петли, 1, 2, разворачиваем и делаем также убавку. То есть мы будем убавки делать с обеих сторон косынки, то есть в каждом ряду. Делаем накид в третью петлю от крючка, то есть она первая желтенькая, накид, в нее проводим крючок, вытаскиваем нить через 2 петли, накид в следующую петельку, провязываем через 2 петли, через 3 петли на крючке, одной рабочей нитью. Все то же самое делаем. Отмечаем обязательно. Далее провязываем просто одинарные столбики с накидом почти до конца. Завязываем на узелочки. Все и делаем все абсолютно то же самое. Сейчас вы увидите, как у нас будет получаться треугольник. И вяжем нужное количество рядов. Итак, я провязала этот треугольник прямо до самого конца, пока здесь не осталась одна петелька одного столбика с одним накидом. Я примерила это все. Смотрите, это некрасиво сзади, слишком уж острый и длинный вот этот угол получился. Выглядит не так, как мне хотелось бы, поэтому я распустила примерно визуально, посмотрела до какого места. То есть смотрите, сколько рядов я оставила. И сейчас с этого ряда нам нужно будет делать побольше убавок. То есть в самом начале, скорее всего, мы будем делать по 2 убавки. И где-нибудь в серединке, возможно. То есть вы это все регулируете сами, пробуйте играть с количеством убавок. С этого и последующие ряды будем вот пробовать смотреть за счет убавок, делать вот здесь красивый, не сильно заостренный уголок. Так, смотрите, давайте сделаем в начале первая убавка. Всегда отмечаем первые петли. Тут же 2. И смотрите, можно провязать здесь одинарные до конца, оставив 4 петли последние. Из них мы тоже сделаем 2 убавки. Либо можно, например, делать, смотрите, провязываю 1, 2 одинарный столбик. И дальше делать убавку. Далее опять одинарный 1 столбик, одинарный 2. Убавка 1, опять 2 одинарных столбика, 1, 2, опять убавка. Так, в принципе, не заворачивается полотно, нормально, продолжим. То есть, смотрите, если у вас оно вот так заворачивается, прям в корзиночку, лучше перевязать, это означает, что вы делаете слишком часто убавки. Так, опять продолжаю, 2 одинарных. Это я так из головы выбрала, такую комбинацию. Вы, может быть, делаете другую. Убавка. Так, и в конце нам нужно оставить 4 петли, из них мы сделаем убавку так же, как и из 4 в самом начале. 1, 2, 3, 4. Ну вот, как раз 2 одинарных столбика провязываю. И из 4 оставшихся делаем первую убавку и вторую. Делаем смену нити, как обычно. Давайте сейчас я этот ряд провяжу, как мне покажется правильным. То есть я провяжу, посмотрю, хорошо ли лежит здесь полотно, не загибается ли. И вам потом покажу конкретно, сколько убавок я делала. Смотрите, в этом ряду я провязала 2 убавки в самом начале, потом вязала столбик с накидом одинарный, потом убавка, одинарный столбик с накидом, убавка, и так чередовала до конца. И последние 4 петельки я сделала 2 убавки. Далее, сейчас я провяжу следующий ряд. Когда начинаете вязать много убавок, их не затягивайте, опять же, чтобы у вас не заворачивалось вот таким образом. Далее, красный ряд я провязала таким образом. В начале 1 убавка, потом одинарный столбик, потом убавка, одинарный столбик, убавка, одинарный столбик, убавка. Я не захотела в самом начале и в конце делать по 2 убавки, потому что здесь слишком бы
затянулось все. Розовый ряд я провязала в начале одна убавка, 3 одинарных столбика, убавка. И я думаю, наверное, еще один рядок, так чтобы здесь уголочек был чуть-чуть поострее. И последний ряд я провязала убавка, одинарный столбик, убавка. Все. Здесь пока что окончили вязание. Сейчас нам нужно спрятать все вот эти кончики. Еще раз померьте, посмотрите, нравится ли вам, как это выглядит сзади. Кончики прячем точно так же, как я вам показывала на юбке. Подальше уводим вот эти узелки от края. Здесь, когда на самой верхушке закончили вязание, через 3 петли на крючке можно подсоединить нить. И сейчас сделаем обвязку, как на топе, как и на юбочке, чтобы это все сочеталось. Я подсоединилась как бы с изнаночной стороны. Можно, в принципе, вязать в обратную сторону, чтобы вязать по лицевой. Провязываем здесь по макушке прям вот в каждую петельку. Далее, когда вот здесь переходим вязать по столбикам с накидом, вот таким образом, точно так же, как и по вырезу на юбочке. Куда получится, смотрите, в какое место лучше продевать крючок. Когда подошли к одному из уголочков, здесь уже можно начать вывязывать завязки. Набираем просто воздушную цепочку из нужного количества воздушных петель. Это и будет длина ваших завязок. И сейчас будем ее обвязывать, эту воздушную цепочку. Так, смотрите, со второй петельки от крючка, а точнее за заднюю перемычку, будем провязывать. Можно столбики без накида, можно полустолбики. Но от полустолбики, если мы будем провязывать, эта полоса, завязочка будет пошире. Так, в перемычку. Вытаскиваем нить и через 3 петли на крючке. Далее опять накид, следующая перемычка, вытаскиваем нить и через 3 петли на крючке. Все. Таким образом делаем обвязку воздушной цепочки. Подошли к уголочку опять, и можно также полустолбиком вот сюда куда-нибудь в соединение провязать. Все, далее опять обвязываем просто столбиками без накида. Здесь уже просто по видимым косичкам. Подошли к противоположному уголочку. Здесь точно так же набираем одинаковое количество петель, как и на первой завязке. Потом делаем обвязку ее, продолжаем здесь, по этой стороне, и доходим до начала. Когда подошли к самому началу, здесь провязываем столбики без накида максимально близко друг к другу. Все. В принципе, ниточку можно обрезать. Вытаскиваем с изнаночной стороны. В следующую петлю продеваем крючок, вытаскиваем нить. Продеваем крючок в перемычку, чуть-чуть левее. Выходим носиком в середину косички и туда вытаскиваем хвостик. Закрепляем на изнанке. Утюгом можно выровнять все вот эти стороны, если у вас они чуть-чуть волночкой пошли. В ширину юбка получилась 41 сантиметр, в длину вместе с резинкой 38 сантиметров. Наш комплект из топа, юбочки и косынки полностью готов. Всем спасибо за просмотр, всем пока!